Здравствуйте, друзья! У нас сегодня гости из прошлого. Катушка Orion 006. Так, и снова здравствуйте. С вами опять Виталий. И у меня сегодня на обзоре вот такая вот антиквариатная катушка. Это у нас производство Ульяновск. Она ко мне попала в совершенно нерабочем состоянии. Не могла даже покрутиться ручка. Такое ощущение, как будто она просто вся в середине была выломана полностью. В общем, я ее немножко разобрал. Когда я увидел внутренние механизмы, мне сразу захотелось и вам показать, как наши люди, как наши лаборатории по производству рыболовных снастей прошли своим путем и сделали совершенно отличающийся от всех импортных аналогов, от всех импортных механизмов, совершенно свой механизм, который, насколько я знаю, в интернете смотрел, отработал некоторых идей очень долго. И о этих катушках я увидел очень много хороших отзывов. Она в момент поворота вся как-то так скакает и дергается. И у нее один такой интересный механизм есть. При переключении флажка у нее не задний стопор срабатывает, а трещотка. Как на нескольких круглых катушках. Так что давайте разбирать и смотреть, что в середине. Я думаю, вам это очень сильно понравится. Так. Сразу разбираем нашу шпулю. Шпуля такая алюминий, скорее всего. Так, начнем, как обычно, с пакета фрикциона. Так, здесь вот такой вот краечка. Так, и что мы видим? Паранитовая шайба, металлическая шайба с прорезями, еще одна паранитовая шайба, и все. Вот он и весь инженерный вариант. Металл, паранит. И больше ничего нам до этого не надо. Так, ставим на место. Все, стоит. Так, отставляем в сторону. Так, а вот теперь самое интересное, это ручка. Как там рассказывают японцы, ручка вкручиваемая. Вот вам, пожалуйста, привет из 90-х годов. А ну-ка расскажите, когда у японцев это дело появилось. И о каких-то люфтах даже речи не идет. Это ось. Ручка с подпружинкой. Пока еще не знаю зачем. Потом разберусь. Так, кноп. Если в кнопе есть болт, значит его можно открутить. Кноп одноцельный, точеный, Т-образный. Алюминиевая ручка. Так, откручиваем. И мы видим, да? У нас есть просто ось. Есть ручка. И все. Никакого здесь подшипников, втулочек, там всяких шестеренок и гаек. Здесь ничего нету. Все это открутилось, прикрутилось, сокрутилось назад. Все. Все работает. Фиг ты его когда сломаешь. И оно будет все крутиться. Так, закручиваем все это на место. Так, не докрутил. Все. Что еще нужно советскому рыболову?
Не хуже японские шиманы. Так, откладываем в сторону. Так, дальше снимаем трещоточку. Откручиваем гаечку. Такие катушки я читал в интернете, у людей по 10 лет отрабатывая. И на них таких зверей вытаскивают. И никто ничего не жаловался. И в принципе, когда вы увидите механизм внутренний, я думаю, вы тоже поймете, почему на него никто ничего не жалуется. Так, штопанная пластина. Так, разбираем наш ролик креслоукладывателя, который, кстати, как это ни странно, работает, но плохо. И его миниатюрный размер по сравнению с нашими современными уже как-то он интересно до нас смотрится. Так, что мы видим в середине? Одна металлическая шайбочка, одна медная втулочка. Все, больше, опять же, советскому человеку больше ничего не надо. Оно все работает. Ну, здесь пружина, скорее всего, такая серьезная. Сейчас мы ее тоже разберем, посмотрим. Болтики. И вот здесь явно механизм не такой, как мы привыкли видеть. Ну да. Здесь, видите, одна пружина, один механизм, поджимает второй механизм. И в момент вращения вам получается как бы сброс дужки. Этот отжимается и сбрасывает дужку. Все понятно. Да, таких механизмов я раньше не видел. Закрываем назад. Итак, с механизмом мы разобрались, с дужкой мы разобрались. Теперь начинаем разбирать наш корпус. Корпус железо, ну, скорее всего, алюминий на 3 болтах. И вот сейчас вы увидите действительно, что наши конструктора честно пошли своим путем. И никто никого не копировал, как обычно кричали, что мы все за границей воруем, а сами ничего придумать не можем. Вот мы придумали, я думаю, вечную катушку с вечным механизмом. Итак, внимание. Вот такой вот механизм. Это механизм у нас трещотки, который создает страшный звук. Все это алюминиевое. Видите, алюминий чистый. И теперь начинаем потихонечку разбирать. Что у нас есть здесь? Подшипник. Большой, открытый, насквозь светится на мелких шариках. И теперь смотрите работу нашего всего вот этого страшного механизма. Вот оно крутится. Вы крутите ручку, поворачивается колечко и делает движение для штока. Вот такой вот волшебный механизм приводит это все в движение. Так, пытаемся все это дело теперь разобрать. Основная деталь — это, как она называется, шпонка. Ну нет, не шпонка, какая-то проволочка, которая держит основное кольцо. Она же, оказывается, держит и весь шток. Шток
как-то сам вытягиваться не хочет. Ну, ладно, мы с ним потом разберемся, что он не хочет вытягиваться. Значит, 1. И теперь обратите внимание, вот этот солидол. Вот этот солидол — это настоящий солидол производства Советского Союза. Это неубиваемое масло. Так. И вот. Все. Вот это вот и есть весь механизм этой катушки. То есть подшипников я здесь увидел пока только один на основной шестерне. С вот таким вот ненавязчивым толстым слоем солидола. Потому, наверное, что-то мне так подсказывает и крутится как-то так плохо. Но это сейчас мы все помоем. Мне ради прикола захотелось эту катушку помыть. Всю. Разобрать, помыть, смазать ее по-человечески. И смотрите, какой здесь механизмик. Какой здесь интересный солидольчик. Да, смазка здесь. Так, в общем, за подшипники здесь никто никогда не думал. Советский человек его и так покрутит. И подшипники как бы была, ну, наверное, лишняя запчасть в этом всем механизме. Так, смотрим нашу обгонную муфту. Что у нас здесь, какие сюрпризы. Маленькие мелкие болтики. Так, во, есть подшипник. 2. Итак, у нас здесь стоит 2 больших серьезных советских подшипника. Тоже все на мелких шариках. Видите, они все сквозные. Просвещаются. Но, тем не менее, смотрите, прекрасно они крутятся. Работают, и никто не озадачивается никакими там пыльниками. Кстати, все подшипники все одинаковые. Видите? Вот все 3 подшипника. Вот эти подшипники попробуйте сломать. Потому и катушка вечная. И все. Ага, там что-то нам не дает выехать. Во, выехала. Вот наш шток. И встречный механизм, на котором, кстати, очень небольшой процент износа, если он здесь вообще есть. Но все это залито таким густым маслом, это ужас. Так, в общем, вы видите, все, разбирать больше нечего. Все, чистый алюминий, АУ, все. Вот вам и Shimano, и Daiwa. И это все работает, и если эта катушка примерно с 93-го года выпуска. Ну, вот даже мы эти, видите, можно было переставить под правую руку, под левую руку. Все, вот она насквозь посвящается. Все, в этой катушке больше ничего нету. Все, вот вам и катушка рыболовная. Максимально упрощенная. Все сделано с такого металла, что не сломается никогда в жизни. И если его еще подогнать и поставить сюда какие-то, может быть, где-то еще какой-то подшипник всунуть, проточить вот сюда, вставить в эту оську, то это вообще будет, не будет ей цены. Так что если сейчас я отключусь, все это вымою, смажу и соберу ее назад. И уже я вам покажу эту катушку в собранном виде, перемазанную нашими современными маслами для рыболовных катушек. Итак, катушку я все собрал, смазал, вы на фотографиях видели. Проверяем. Так, фрикцион зажал. То есть фрикцион работает. Так,
ручка работает. Уже механизм крутится свободно, но сами понимаете, когда катушка без подшипников, то ожидать от нее прямо плавного хода, я думаю, вам не стоит. Хотя она и так, видите, крутится довольно-таки свободно. Так, механизм броски-душки работает четко. Никогда вы не будете. Так, трещоточка. Не знаю зачем, честно. Может быть, напишите когда-нибудь. Ну и съемная ручка, пожалуйста. А то японцы. Вот вам и японцы. Все, пожалуйста. Катушка рабочая. И я думаю, она еще лет 10 проходит спокойно и будет конкурировать со всеми нам известными брендами. Так что наши тоже умеют делать. Ну, а так, кто смотрел, спасибо. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Там будет еще много очень интересного. До свидания.